Отправляясь в странствие на несколько тысяч лет назад, не выключайте телефоны и камеры. Путешествие во времени с помощью портала на острове Яков посреди реки Нил в самом центре современного Каира – это невероятное приключение, о котором должны узнать все. Здесь время остановилось, и жители Древнего Египта заняты своими повседневными делами. Богатые отдыхают в теньке под навесом за игрой в сенет, что-то типа сегодняшних шашек или шахмат, а бедняки пасут скот, работают в поле, рыбачат, строят жилища и лодки, изготавливают ткани, бумагу, посуду, варят пиво и собирают мед. Никто не обращает внимания на многочисленных зрителей, проплывающих вдоль берегов острова. Добро пожаловать в деревню фараонов! Что же здесь происходит и кто изобретатель этой машины времени? Попробуем разобраться. Какой самый популярный и самый аутентичный сувенир везут туристы из Египта? Свои варианты ответов можете написать в комментариях. А насколько известно мне, это папирус с древнеегипетскими иероглифами и цветными рисунками. Сейчас трудно в это поверить, но так было не всегда, а только последние 50 с небольшим лет. Много веков назад одноименное растение, из которого изготавливали папирус, перестали возделывать в Египте. В истории остался лишь корень слова. Так, бумага на разных европейских языках сегодня звучит как paper, papier, papel, papier. И только в 1962 году египетский дипломат в отставке Хасан Рагаб, вдохновленный историей Цай-Лунь, которому приписывается изобретение бумаги, занялся восстановлением технологии производства папируса. Через 5 лет изучения древних источников и изготовления первых образцов Хасан Рагаб основал институт папируса на острове Яков. Впоследствии, выкупив остров, он засадил его тысячами деревьев, какие возделывались в этих краях в древности – ивы, платаны, финиковые пальмы и вдоль берегов острова тот самый забытый папирус. Эти насаждения должны были закрыть вид современного Каира. Вот так началось строительство тематического парка «Деревня фараонов», на посещение которого можно выделить целый день. Плавучие амфитеатры, кафе и рестораны, пешеходная экскурсия в дом бедных и в дом богатых, карусели и аттракционы, костюмированная фотостудия, арт-мастерская для детей, кинотеатр 9D, мини-зоопарк, более 10 музеев, а именно музей с версиями строительства пирамид, музей Клеопатры, музей Наполеона, Коптский христианский музей и другие. А также одна из самых новых достопримечательностей парка – это точная копия гробницы Тутанхамона. Билеты весной 2023 года стоили 420 фунтов за взрослого и 335 за ребенка. В стоимость включены театр на воде, пешеходная прогулка по парку, вход в гробницу и 5 музеев на выбор. Экскурсия начинается с катания на плавучем амфитеатре с аудиогидом. Нам включали запись на русском языке. Конечно, есть английский, немецкий, французский, арабский и, возможно, другие языки. Например, прямо за нами шла группа китайцев.
Аудиогид первым делом расскажет о истории папируса и далее предания про самых популярных египетских богов, статуи которых появляются в папирусных зарослях по пути следования парома. А вот сюжет про младенца Моисея, найденного сестрой фараона в реке, так или иначе знаком каждому. История исхода евреев из Египта в поисках земли обетованной освещена в Библии и многочисленных фильмах, в том числе мультипликационном «Принц Египта». Тем, кто совсем не в теме, как и была я в связи с тотальной нерелигиозностью, советую посмотреть фильм «Исход. Цари и боги». Далее паром плывет вдоль жилой деревни, и аудиогид вещает немного о жизни феодалов и о крестьянах, строительстве и сельском хозяйстве, виноделии и пивоварении. Большая часть того, что было в первой половине видео, это и есть виды с плавучего амфитеатра. А сейчас мы поднимаемся по лестнице, чтобы спуститься в самую нашумевшую, самую грандиозную находку археологов за последнее столетие. Если быть точной, то ровно 100 лет и несколько месяцев назад в долине царей города мертвых была найдена гробница Тутанхамона. Фараон, чья мумия пролежала нетронутой 33 столетия, прославился на весь мир только тем, что он когда-то умер и был захоронен. Настоящий склеп находится в Луксоре. Я не раз была в долине фараонов, но спускаться в гробницу не стала. Кстати, слышала, что там тоже построили рядом копию усыпальницы совсем недавно. Так вот, в деревне фараонов копию гробницы со всеми артефактами восстановили в начале 90-х, и это грандиозно. Сундуки с украшениями, посуда, оружие, модели кораблей, статуэтки слуги загробного мира Ушепти, копии саркофагов, золотой трон и сама мумия в украшениях. Кстати, многочисленные фильмы ужасов про мумий сняты, можно сказать, по мотивам раскопок этой гробницы. В Коптском музее есть карта церквей и христианских монастырей Египта. Как раз по дороге из Хургады в Каир мы были в двух из них – Павла и Антония. Есть ролик на эту тему, ссылка будет в правом верхнем углу и в описании к видео. Еще один музей – это гипотеза строительства пирамид в миниатюре. В деревню фараонов мы приехали после посещения пирамид Гизы, где честный гид сказал: доподлинно ничего не известно, кто и как и для чего их строил, и то, что это просто могилы, вариант самый банальный. Нам такой подход понравился. Как говорится, думайте сами, решайте сами. К вопросу о гидах. Я была в 30 странах и сотнях городов, при этом крутых экскурсоводов на моем пути по пальцам одной руки можно пересчитать. Это всегда такая фортуна. Повезет, не повезет, ведь от них зависит 80% успеха любой экскурсии. Мы в этот раз для себя сделали окончательный вывод, что в будущем будем сами изучать тему планируемой поездки и не надеяться на чудо. Слава богам, Google – это сила. Видела отзывы в интернете о деревне фараонов, что типа скукота и дорого слишком. Ребят, у вас просто были плохие гиды и завышенные ожидания относительно сервиса в Египте. Мы от парка в восторге. После него дети уломали взрослых еще и в музей цивилизации поехать на мумии смотреть. И напоследок, перед посадкой на обратный паром и возвращением в реальность, мы прошли аллею с афоризмами на табличках. Вот несколько коротких и емких засняла. Комната без книги, как тело без души. Если ты хочешь жить по-новому, перестань жить по-старому. Если ты можешь мечтать об этом, то можешь и добиться этого.
Смотрите наши ролики о путешествиях с детьми по Египту и другим странам. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!